Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня сингапурский микробренд Vario, и когда-то давно, несколько лет назад, я вам показывал их ремешки. Но до обзора часов как-то не доходило, и вот спасибо Кириллу, который мне эти часы дал для обзора. Сегодня Vario, причем сразу очень редкая и необычная модель. Это лимитка, и как вы видите, здесь что у нас? Здесь две стрелки, но одна из них секундная, а другая часовая. Поэтому это однострелочник. Однострелочников вообще в мире не так много. И, наверное, самый известный из них это Луч и Мастер Зингер. И вот у Vario своя такая версия, своя интерпретация. И весьма, я бы вам сказал, необычная. Ну, начну с чего. Это у нас лимитка. 80 штук каждого цвета произведено. Там несколько цветов. Соответственно, вот здесь у Кирилла есть даже указание, что это номер 4 из 60. Круто. Vario. Вот. И дальше давайте сразу по характеристикам пройдемся, потом по часам, потому что часы крайне-крайне интересные. Значит, у нас сталь 316L по корпусу, сапфир с внутренним антибликом. Как я уже говорил, 80 штук вот в такой расцветке произведено. 100 метров водозащита. Здесь модифицированный механизм Miyota 82S5, запас хода 40 часов. Ну, достаточно базовый механизм, но, как вы видите, здесь у нас уже только одна стрелочка. Причем заявлено производство в Японии, бренд сингапурский, да, производство в Японии и проверка, как заявлено на сайте, в Сингапуре. Ну и смотрите, на задней крышке у нас что? У нас как раз дизайн Сингапур, сделано в Японии, 100 метров водозащита, сапфировое стекло, механизм с автоподзаводом. Ну так, интересная тема. $428 на официальном сайте они стоят. Купить из России, естественно, нельзя в нынешних условиях, да, только через посредника. Ну, Кирилл заказывал их, когда был в Таиланде. Ну, там с этим попроще. Давайте сразу по размерчикам посмотрим. В плане однострелочника это всегда очень важно. 38 у нас диаметр, высота 12,5. Ремешочек сколько? 20, наверное, да? 20. Ну и от ушка до ушка. От ушка до ушка 44,6. Аккуратные, очень аккуратные размеры. Ну, для таких часов, вот таких классических, да, и тем более однострелочника, это самый вот аккуратный размер. Самое, что надо. Мое запястье 18,5, ну, посадочка удобная. Хорошо сидят, ремешок мягкий, обтягивают, здорово. Аккуратненькие часы. И очень такой чистый циферблат, да, казалось бы, здесь у нас много всего по внешнему краю циферблата, еще и секундная малая стрелка между отметкой 4 и 5 часов, но очень такой чистый. И знаете, вот эта маленькая секундная стрелка, она, наверное, делает однострелочник чуть более привлекательным для тех, кто, в принципе, не понимает, что такое однострелочник. Ну, тут, по крайней мере, видно, что время идет. И мне кажется, это большой плюс. Прикольно. Слушайте, вот такая версия мне нравится. Не ожидал. Понравился. Хороший вот именно подход, когда у нас есть еще и дополнительная стрелка. Вообще эта модель называется Vario Navy Single Hand. Там Navy вот такая линейка, которая несколько разных моделей. Есть еще и прыгающий час, но здесь у нас однострелочник. И заявляется, значит, что вдохновлялись создатели океаном, да, навигацией и спокойствием океаническим. Ну понятно, у нас однострелочник, значит спокойствие, потому что что? Минут-то нет. Ну, минуты есть. Здесь, если вы посмотрите, у нас несколько секторов, да, 12, 1, 2, 3, 4 и так далее. Подписаны они на английском языке по краям, да, здесь еще железная дорога идет такая, как бы минутная. И в принципе, каждое вот такое деление, где написано 1, да, например, one, да, или two, это каждое деление, это 15 минут. Ну и у него есть еще микроделение, можно еще чуть-чуть больше там понять, сколько времени. Ну, вы же знаете, что такое однострелочник. Да? Стрелка, это значит, вот сейчас у нас 8 часов. Здесь 7 часов. Ну, здесь 8 часов и примерно где-то 30 минут. Каждая метка, как я говорю, вот эта вот маленькая микрометка, это 15 минут, потому что из них 4 в каждом секторе. Вот у нас сейчас написано, да, 8 и практически ровно 2 сектора, 8:30. Ну, то есть вот плюс-минус как-то мы понимаем, сколько времени. И как раз это вот для какого-то спокойствия, для тишины, когда не нужно куда-то спешить, не каждая минута вот не на счету, да, не хочется видеть, какая точно сейчас минута. На самом деле, может быть, в повседневной жизни, может быть, особенно в мегаполисах, да, мы как бы вот
Ну, это что-то такое странное. Нужно всегда где-то вот все смотреть, постоянно на телефон, на часы, на время где-нибудь. А иногда хочется просто вот тишины, спокойствия. И однострелочник это как раз про это. Ну, конечно, однострелочник это про дизайн, про то, что это не для каждого, не для всех. И вы выделяетесь в принципе однострелочником. Но с точки зрения эмоций, эмоционально, да, это вот какое-то некое спокойствие. И в этом плане, конечно, здорово. И вот такая реализация, когда мы примерно понимаем, сколько времени, да, пофиг. Вот представьте, как вот, например, юг, да, море, где-то вы в кафешке сидите вечерком, с любимой девушкой, например, да, смотрите закат, вот вы что там, вам каждая минута нужна? Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Поэтому вот однострелочник это вот про такие моменты. Или про воспоминания про такие моменты. По-моему, интересно. Кстати, хотел бы такую небольшую вставочку сегодня сделать. Я себе завел новый кошелек LoftBuff, а я вам, кстати, раньше показывал от LoftBuff, от мастера, да, и разыгрывал, кстати говоря, некоторые чехлы. Кстати, мастера зовут Денис, так же, как меня. Вот. А сегодня как раз разыграем один из таких вот кошельков. Он теперь делает не только чехлы, но и кошельки. И конкретно вот эта модель называется Bobber. Это такие кастомные Bobber, это такие кастомные мотоциклы с короткой рамой. И здесь кошельки у нас, да, кошельки короткие, но специальное отделение для купюр есть, то есть купюра сюда влезет. А основное, конечно, предназначение это вот то, что здесь можно карточки, да, как карт-холдер. Но вы же понимаете, что обычный карт-холдер это круто. Вот я сам много лет ходил и хожу, да, вот с карт-холдером. Но иногда хочется все-таки, чтобы купюры влезали. И вот такой как раз максимально компактный кошелек, почти такой же, да, как карт-холдер по размеру, и куда вот тут тоже влезет по 3 карточки с каждой стороны, но можно еще положить купюру. И это здорово. Я, в принципе, понял, что вот как раз мне такого и не хватало, и здорово. И как раз это то, что нужно. Каждый такой кошелек стоит 5500 рублей. Если мы говорим про черный здесь, ну, они, в принципе, да, и там это кожа растительного дубления. Значит, из Италии кожи все, и внутренняя, и внешняя. На кармашках здесь кожа козы, да, вот на этих вот маленьких черных специально такая. Здесь кармашки, они не цельные, да, здесь кожа только сверху, специально, чтобы они были потоньше, ну так по геморрою не делать, но они как раз потоньше, потому что это важно, да, такие кошельки должны быть тонкие, да. Кожа, как я сказал, везде итальянская, можно сделать с монетницей, но монетница это не про меня, уже я много лет никаких монет не использую. В общем, ссылки оставил все в описании, каждый такой стоит 5500 рублей, и вот этот мой, да, а вот этот вот такой с рыжей внутренностью и черной сверху мы разыграем. И что нужно для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше? Нужно быть подписанным на канал Guitar.ru, поставить лайк этому видосу и написать любой адекватный комментарий. И потом на стриме мы вот этот вот кошелек от LoftBuff разыграем. Я его чехлами для часов пользуюсь давно, они мне очень нравятся. Вот теперь буду пользоваться и кошельком. Ну, потом расскажу, может быть, где-нибудь через годик, как то да сё, как дела проходят. Так, ну что же, давайте чуть более детально посмотрим на эти часы. И, конечно же, в первую очередь, помимо от того, что это однострелочник, конечно, бросается в глаза вот этот вот ранг с такой вот, да, у нас насечкой, больше даже в пилотском, наверное, стиле. Для кого-то больше, наверное, в винтажном стиле. И, слушайте, интересно выглядит. Вот с этими узкими ушками. А ушки достаточно сложной формы, посмотрите, да, у нас верхняя часть сатинирования, боковая сатинирование, а потом идет вот такое углубление вниз, как бы, да, они немножко как будто бы вывернуты. Немножко мне напоминает, может быть, то, что делает Hanhart. Может, я сейчас немножко ошибаюсь, но похоже на то. Узкие длинные ушки, вот это вот выворот такой и безель такой рифленый. Похоже, что, может быть, вдохновлялись пилотами как раз 40-х, 50-х годов. Интересно, что они сделали, несмотря на то, что здесь ремешок отстоит где-то на миллиметр, да, от корпуса, они сделали специально выемку здесь еще. Если вы поставите более толстый какой-то ремень, то он все равно будет аккуратно, не будет нигде тереться и обдираться об корпус. Внимание к деталям – это хорошо. Варио, кстати говоря, первый раз в руках держу, первый раз вижу, и мне очень интересно.
Просверленные ушки, опять же, под винтажик здесь сделаны. Ремешок такой тоже винтажного плана, как будто бы тертый такой, зеленый, темно-зеленый, с прострочкой. Очень мягкий, очень аккуратный ремешок. Но Vario вообще, в принципе, умеет делать ремешки. У меня их несколько ремней от Vario, и они очень классные. И этот ремешок не исключение. Есть система быстрой замены. Задняя крышка закрытая, да, здесь звезда у нас, компас. Основные характеристики, ну, такую, в общем, можно сказать, ничего особенного. Бакля с брендированием. Ну и самое главное, конечно, это здесь у нас еще одна такая стилизация компаса, где секундная стрелка. Стрелка Breguet такая укрупненная на часах. И если они немножко хотели сделать что-то вот смешение стилей, то у них это получилось. Потому что вроде бы у нас здесь какая-то некая марина, да, как бы часы. Потому что океан там, все такое, компас опять же. Немножко есть корпус от пилотских часов и стрелка, опять же, Марина, да, стрелка Breguet, ну вот где-то здесь на стыке. Ну, получилось интересно. Может быть, что-то надо было сделать по шрифтам, которые вот по краям, да, потому что все буквы разные, потому что надписи, понятное дело, где-то меньше, где-то больше, да, занимают место. Но мне кажется, стилистически, если здесь прям такая классика, наверное, можно было что-то со шрифтами сделать. Но, с другой стороны, часы не похожи ни на что, и они даже больше похожи на какой-то вот, да, прибор для управления кораблем, как это называется, руль, да, там, наверное, не знаю, как правильно сказать. Но там тоже вот такие все разметки, и вот это вот очень сильно перекликается с этим моментом. Слушайте, ну прикольно, ну прикольно. Ну что, давайте макро поглядим. Так, ну здесь у нас явно волны на циферблате, аккуратная надпись Vario, компас, стрелочка синяя, железная дорога, вот эти все надписи. Аккуратно, все приятно сделано. Вот она такая сложной формы ушко, безель. Слушайте, ну очень приятно часы эти исполнены. А по весу у нас до всего-то 71 грамм. Ну, что хочу сказать. Интересные часы, крайне необычные. Это здорово. Vario делает всегда достаточно необычные часы, такие, я бы сказал, не мейнстримовые. И это как раз яркий представитель от Vario. С точки зрения характеристик, исполнения, да, реализации и цены, с учетом того, что это лимитка довольно-таки в небольшом количестве, слушайте, ну это круто. Реально здорово. Ребята молодцы, сделали интересный однострелочник. Довольно-таки недорого. Да, жаль, довольно-таки сложно приобрести Vario, но тем не менее, зато тем интересней быть обладателем таких часов. Пишите, как вам эта модель. Не забываем участвовать в розыгрыше кошелька от LoftBuff. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.